Всем доброе! Сегодня мы будем разбирать ТОС-63. Надеюсь, не надо объяснять, как производится полная разборка, как, собственно говоря, отсоединяется ствол, ложа. Ну, это элементарно. Разборка транспортировки нас, в сути, здесь не интересует. Нас интересует, как разбирать конкретно эту колодку. Нам понадобится отвертка, плоскогубцы, вот такие, кормушка. Поехали. Так как канал является сугубо учебным, то, пожалуйста, все отдельные комментарии, замечания, правильные названия, все в комментариях. Оно подойдет. Почему я его взял? Вообще, какая у меня с ним история, если вкратце? Если вкратце, то съездить за ним пришлось аж в Челябинск. Он понравился мне исключительно своим видом. Как говорится, такой только... Как же? Только у меня и у Майкла Джексона. Невооруженным взглядом, то есть можно сравнить его с ближайшим родственником, он же ТОС-БМ, у которого все-таки качество чуть лучше. Ну, наш основной квест сегодня это разобрать ТОС-63. Поздний БМ от ТОС-63 отличается, насколько я правильно знаю, вычетов примерно ничем, ввиду того, что последние БМы, которые клепались, они уже клепались как 63-ки, но просто носили старое обозначение. И уже точно так же имели всю отделку, все хромирование. С чего начнем? Начнем с этого винта. Прежде всего, очень хочется заметить то, что данное ружье все-таки по мне так ближе к часам. Всем тем, кто привык к системе Калашникова, ну или что-то такое, попроще, станет, наверное, большим открытием, то, что эта вещь не разбирается за 2 минуты. Времени нужно гораздо больше. Раскручиваем скобу и аккуратненько выкладываем. Гораздо проще все собирать, если все разложено по порядку. Какой-то четкой схемы, как разбирать, я как-то нигде не нашел. По идее, они есть, но на видео, на всяких этих ваших ютубах все делают по-разному. Заходишь на Guns.ru, там вообще по-другому разбирают. Поэтому я понял, что особо, по большому счету, порядок не важен. Главное соблюсти основные нюансы. И отнестись максимально бережно. Дальше интереснее. Вот эти площадочки торповые, они под пружине и выгнуты. Их обе держит один винт. Вот его мы сейчас аккуратненько и выкрутим. И вы увидите, как они прекрасно, самостоятельно открываются. И, в общем-то, можем их аккуратненько открыть. Тут мы чуть-чуть поможем винту. И аккуратненько снимем. Столкнуться с этим придется, скорее всего, всем, кто планирует хотя бы менять, допустим, на своем ТОЗе приклад, цевью. Отодвигаем флажок и раскручиваем последний винт.
требуется все-таки некоторая остановка. Немного приложить усилия. И механизм открывается. Чуть-чуть положим пальчиком. Ладно. Сделаем так. И снимаем колодку. Отделяем лужу. Что это у нас вылетело? А это у нас перьевая пружинка. Мы ее положим, обратно вернуть ее особой проблемы не составит. Следующим этапом нам требуется отсоединить этот флажок. С ними тоже есть свои нюансы. В основном за счет того, что он держит здесь этих снизу. Поэтому вот сюда я лично для удобства подбираю пальцем. Вот в этот разъем. Еще немножко, еще чуть-чуть. И ловим снизу. Раз. Два. И тут у нас есть еще одна замечательная деталька. 3. Все, немножко в маслице. 4. Что же осталось? Осталось вынуть байки. Придется использовать варварский метод. И вот этими маленькими плоскогубчиками. У меня были проблемы с левым байком. Он не хотел возвращаться на место. Когда я их разобрал, я узнал то, что пружинка на левом байке прекраснейшим образом подходит от обычной шариковой ручки. Ну, для полноты картины разберем последний элемент. Можно придерживать пальчиком, чтобы ничего куда-нибудь в сторону не отлетело. Все. Колодка полностью разобрана. Нет, вру. Тут есть еще один винтик, который, очевидно, держит эту часть. Но выкручивать я ее не стал за ненадобностью.
обратная сборка в том же порядке, что и разбирался. Вообще очень удобно, когда берешь, так раскладываешь. Правый боек на место. Если все детальки перед возвращением на место аккуратненько искупать в нейтральном масле маленьким и почистить, скажем так, древней щеточкой, они будут благодарны. Собираем второй боек. Возвращаем на место. Вертичка, да. Проверяем, ничего ли не западает. И возвращаем плашечку назад. Это раз. Придерживая плашечку, с обратной стороны ставим эту штуку. Дальше самое интересное. Здесь я прижимаю пальцем для того, чтобы было удобнее держать. И переворачиваю. Возвращаем механизм, я его назвал механизм возврата флажка. И устанавливаем. Раз. Дальше чуть-чуть пальцем опускаем, чтобы он вернулся в защелку. Финал 2. Опять прижимаем пальцем. Руки в масле, жопа в мыле. Делаю затяжку посильнее. Следующий этап – нудная перьевая пружина, которая всячески вылетает из маленького паза. Руками она не зажимается. Очень хотелось, очень хотелось, но для этого нужны плоскогубцы. Я его сжимаю вот так и устанавливаю сначала в гнездо, а потом в сам паз. Сначала 2 кончика в гнездо и в паз. Основные элементы колодки собраны. Проверяем, работает ли флажок. Флажок работает. Возвращаем дерево на место. Чтобы примерно себе визуализировать, то этот самый винт соединяется вот так через дерево. На месте. Возвращаем дерево назад.
держим снизу сверху. Отодвигаем ложем винт, освободившийся паз. Закрепляем. Я предпочитаю чуть-чуть притянуть, так как все элементы здесь кажутся максимально подпружиненными. Как мне кажется, лишней протяжки не бывает. Далее самая интересная часть – установка кругов. Так как оба этих элемента тоже являются подпружиненными, потребуется подкладка. Чтобы установить их, нам одной рукой потребуется держать обе спусковые скобы. Иначе они не встанут на место. Отодвигаем их в сторону. Тут есть такая замечательная часть, которая как раз отвечает за удар. Если мы отпустим курки, мы просто не сможем соединить два элемента. Поэтому приподнимаем курки и устанавливаем площадочки. То есть они вот все в том же подпружиненном состоянии. Держать их руками крайне неудобно при заворачивании, поэтому приподняли, положили на небольшой упор. И закрепляем. Обе площадки держатся при помощи одного этого винта. Соединены друг через друга. И чуть-чуть. Проверяем. Вот. Работает. Ну и завершающую часть в обратном порядке. Винт тоже соединяет нижнюю площадку сверху. Поэтому у меня, если перетянуть, будет видно то, что носик винта вылезает немного. Мне это не очень смущает. Скоба. И последний винтик. Тузик собран.